Друзья, всем привет! 10 самых ужасных врачебных ошибок, которые совершали медики. В одном медицинском центре медсестра халатно отнеслась к правилу прочтения этикетки того, что ты собираешься колоть человеку в вену. В результате она ввела больной не то лекарство, а средство для дезинфекции медицинских инструментов. И это стало причиной смерти несчастной пациентки. Не та сторона. Третий раз подряд врачами больницы Рот-Айленда была проведена операция на неправильной стороне головы пациента. В этот раз 82-летней женщине для остановки кровотечения пробурили правую сторону головы вместо левой. Не та нога. Врачебные ошибки случаются даже с опытными врачами. Один хирург из Флориды в ходе операции ампутировал мужчине здоровую левую ногу вместо больной правой. Мужчина подал иск и получил $900 тысяч компенсации от больницы и 250 тысяч от врача. Хирурга также лишили лицензии на полгода. Однажды врачи из одной городской больницы Великобритании развеселили 100-летнюю женщину письмом о том, что она беременна. Согласно тексту письма, престарелую пациентку информировали о необходимости пройти медосмотр и сдать необходимые анализы. А другого мужчины, Томас и Нэнси Эндрюс, очень хотели второго ребенка, но естественным путем зачать его не удавалось, и они обратились в Центр репродуктивной медицины в Нью-Йорке. Там им предложили пройти процедуру ЭКО. Вскоре Нэнси забеременела, но когда ребенок родился, родители удивились слишком темной коже и цвету волос малыша, а они были светлокожими, как вы поняли. Потом оказалось, что врачи центра совершили ошибку, перепутав колбы. Поэтому тест ДНК показал, что Томас Эндрюс не является биологически отцом ребенка. Иногда врачи совершают ошибки, будучи в плохом настроении. Мужчине предстояла операция по исправлению неправильного строения яичек. В ходе операции доктор Наум Чому случайно задел уретру пациента. Почему-то это его привело в бешенство. Он отрезал пациенту пенис, нарезав его на мелкие кусочки. Бедный пациент подал на врача в суд. Чому обязали оплатить мужчине операцию по восстановлению пениса с использованием кожи с руки. При этом его лишили медицинской лицензии и вынудили оплатить и моральный ущерб, и материальный. Не тот глаз. Эта врачебная ошибка произошла 120 лет назад. Мужчина в 1892 году потерял глаз в результате несчастного случая. Он наткнулся на нож, и это привело к частичной потере зрения. Врач предложил, что поврежденный глаз нужно удалить. Но когда операция была завершена, то хирург вдруг обнаружил, что вместо больного глаза он удалил здоровый. Как это могло произойти, до сих пор остается загадкой. Врачи медицинского центра Западного Лос-Анджелеса умудрились удалить здоровое правое яичко ветерана ВВС. По показаниям же следовало удалить левое яичко из-за опасений возникновения рака. Семья Хоутон подала в суд на медицинский центр и потребовала возмещения морального и физического ущерба в размере $200 тысяч. Выиграли суд, это неизвестно. В 2007 году у Сабнам посредством кесарево сечения на свет появился долгожданный сын. Но вскоре женщина почувствовала себя плохо и стала жаловаться на боли в животе. 3 года ее боли оставались загадкой для врачей, пока ей не назначили операцию. В ходе операции врачи обнаружили забытую во время операции кесарево сечения салфетку. И снова вопрос о том, что забывают невнимательные врачи в телах пациентов. В этот раз главным героем стал 32-сантиметровый ретрактор для расширения ран во время операции. И этот случай произошел в Вашингтоне в мае 2000 года, когда мужчине удаляли опухоль в животе. Инструмент обнаружили на рентгене только через 2 месяца после операции, и медицинский центр выплатил мужчине $100 тысяч. Такие бывают врачебные ошибки по причине человеческого фактора, также неопытности молодого врача или недопонимания между врачом и пациентом. И, как вы понимаете, это ужасно.